Когда патрульное судно ВМФ Шри-Ланки уже собиралось вернуться в порт, матросы заметили нечто удивительное в водах Бенгальского залива. Что-то огромное плавало неподалеку от корабля, вызывая недоумение у моряков. Что это? Родственник легендарного лохнесского чудовища или доисторический динозавр? Однако, когда над поверхностью воды показалось щупальце, стало понятно, что это хобот. В воде плыл взрослый слон, почти полностью погруженный в воду, кроме небольшой части спины и хобота, через который он дышал, как дайвер через трубку. Приблизившись, моряки заметили, что слон сильно устал. Времени оставалось совсем немного, чтобы его спасти. Цейлонские слоны, хотя и считаются небольшими по сравнению с африканскими собратьями, все равно достигают до 3,5 метров в высоту и весят от 2 до 5 тонн. Видеть такого гиганта, плывущего в море, было неожиданностью. Слоны умеют плавать, держа туловище под водой и дыша через хобот. Они могут плавать до 6 часов, развивая скорость около 5 км в час. Африканские слоны способны проплывать до 47 км за 7 часов. Однако, для слонов ныряние – это нечто необычное, они не могут долго обходиться без воздуха. Зачем же слоны плавают? Иногда они пересекают реки или озера, чтобы добраться до еды или укромного места. Они любят плескаться в воде и обливаться фонтанами, получая от этого удовольствие. Но нашему слону в Бенгальском заливе явно не было весело. Моряки заметили, что он плывет уже из последних сил. Слон находился далеко от берега, около 16 километров. Сначала судно развернулось к побережью, а на берегу сообщили о проблеме. На помощь вызвали водолазов и сотрудников Департамента по защите дикой природы. Слон был обвязан канатами с целью поднять его на борт, но это оказалось слишком сложно и опасно. Тогда было решено буксировать его за кораблем, что облегчило ему плавание. Процессия медленно двигалась к берегу. В какой-то момент слон почти исчез под водой, и спасатели испугались за его жизнь. Водолазы снова спустились в воду, поддерживая гиганта. Затем кто-то предложил обвязать слона большими буйками, что помогло ему удержаться на поверхности. Операция продолжалась несколько часов. Силы у слона были на исходе, но в конце концов, благодаря буйкам и поддержке водолазов, он добрался до мелководья, где смог встать на ноги. 12-часовая миссия была успешно завершена. Эксперты предположили, что слона унесло в море сильным течением при переходе через лагуну Кокилай. Ветеринары увезли его в питомник для восстановления. Спасенному слону дали имя Утхар, что означает «спасенный». Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.